Мы обязательно сейчас поговорим про практические методики, но первое, что нужно понимать перед выполнением упражнения, это какие мышцы будут включаться в работу. И вы мне скажете: да зачем это нужно? Да ну давай уже быстрее показывай, что, как, сколько делать. Но это, ребят, нужно для вас самих, чтобы понимать, какие части тела напрягать и как в итоге разблокировать рост подтягиваний. Ну а результаты приятно удивят. Начальная фаза движения. Мы повисли на ровных руках, мышцы спины максимально растянуты, и при движении вверх они начинают сокращаться. Так, если вы ни разу не можете подтянуться, это в первую очередь говорит о том, что у тебя слабая спина, широчайшие и большая круглая мышцы. Поэтому дело тут не в тоненьких слабых руках. Ведь многие и правда бегут качать сразу бицепс с гантелями и думают, что будут классно подтягиваться. Но бицепс здесь лишь вспомогательная мышца. При сгибании локтя также сокращается брахиалис и брахиорадиалис. Ну и название, скажете вы. А я скажу, что об их важности и укреплении еще как-то говорил Андрей Кобелев. А он-то в подтягиваниях точно понимает. Если эти мышцы слабые, то это не дает вам дотянуть подбородок до перекладины, особенно на последних повторах. Это блокирует количество. Когда спина еще вывозит, и дожимаем только в поламплитуды. Теперь важный момент по технике. Многие слышали, что в нижней точке нужно максимально свести лопатки и только потом начинать сгибать локти, чтобы работала спина. Это действительно важно и будет напрямую влиять на дальнейшее качество таких подтягиваний, развитие широкой спины и, конечно же, количество. Когда мы в нижней точке разводим, а затем сводим лопатки, то еще и работает нижняя часть трапеции. Что же получается? Висим на ровных руках, сводим лопатки, то есть как бы пытаемся опустить плечи вниз. При этом руки пока прямые в локте. Дальше прогибаем немного спину и начинаем сгибать локти. Во время движения следите, чтобы верх спины не скруглялся. Локти старайся не заводить слишком далеко вперед, больше включая руки, или слишком назад, что немного травматично. Во время движения вверх приводим локоть к спине, и он направлен в район поясницы. Опускаемся тоже не бросая тело, а подконтрольно. Иначе это травмоопасно и вообще самообман, а не тренировка. По правильной технике лучше научиться делать сразу. Но если уже сейчас заметили ошибку в своем исполнении, то ничего страшного. Но однозначно рекомендую сохранить этот ролик себе в плейлист, и чтобы пересматривать эти фрагменты перед тренировкой и переучиваться, а результат попрет. Даже при строгих ровных подтягиваниях на количество нам нужно сейчас научиться подтягиваться, снимая нагрузку с мышц, давая им отдых во время подхода, уметь переносить нагрузку больше то на спину, отводя локти вдоль тела и прогибаясь, то больше на руки, отводя локти вперед и сгорбливая спину, чтобы чередовать эти мышцы и сделать больше повторений, не закисляясь так сильно. Об этом как-то говорил Дима Доценко и Максим Трухановец. Первое время, чтобы подтягиваться по технике, используйте фитнес-резину, чтобы понимать, как напрягать мышцы и сводить лопатки. С резиной более естественная нагрузка и свободное положение тела, чем на том же гравитроне или вертикальном блоке. А удобно подобрать себе такую резину нужной нагрузки вы сможете в описании под видео. Я оставил ссылку на оборудование. В любой программе на количество изначально нужно привыкать к большим объемам повторений за несколько подходов. Ну а потом, неизбежно, если хотим подтягиваться много в одном подходе, то нужно будет уменьшать количество подходов и увеличивать повторы за один подход. Логично. Главное в этом всем без фанатизма и давайте достаточный отдых, как между подходами, если есть отказные, то от 5 минут, так и между днями тренировок. Не бойтесь, что занимаетесь слишком редко. Перетренироваться гораздо опаснее и лучше постепенно добавлять нагрузку. Дни отдыха зависят от твоей тренированности, то есть чем больше нагрузка и больше повторений ты делаешь, тем больше нужно отдыхать. 1-4 дня. В общем, нужно экспериментировать. Ну и не все зависит от тренировок. Высыпайтесь и избавляйтесь от лишнего подкожного жира. Пересмотрите диету и другие нагрузки, стрессы. Первый способ увеличения – это сеты. Например, подтягиваемся на обычном турнике, спрыгиваем и сразу делаем столько же раз на низком турнике. Таких 3-5 кругов
или больше, в зависимости от вашей подготовки. Следующий вариант тренировки – статодинамика. Подтягиваемся один раз, зависаем вверху на 3-4 секунды, опускаемся до 90 градусов, снова на 3-4 секунды зависаем, делаем одно полноценное подтягивание и повторяем заново. Таких от 4 до 5 кругов. Можно повторять и не в полную амплитуду, начиная с угла 90 градусов. Так мы будем тренировать так называемые дотягивания на последних повторениях. Для твоего удобства я нашел книгу, единственную в таком роде. Она 2009 года выпуска от тренеров, которые с подопечными занимаются полиатлоном. Там есть подтягивания на количество. Их ученики делают порядка 60-80 раз в подходе. Я читал ее пару лет назад. Там подробно расписано, как прогрессировать в подтягиваниях, бороться с отказами, тренироваться с дополнительным весом и приведены программы тренировок. Чтобы ее скачать, после просмотра переходи в телеграм-канал Владарович. Смотри в описании под роликом. Жми подписаться и вбивай в поиске канала хэштег «Хочу больше подтягиваться». И тебе выдаст пост с обещанной книгой. Еще вариант тренировки. Делаем первый подход на максимум, а дальше подбираем нагрузку так, чтобы в 4 подходах сделать равное количество раз. Так я доходил до 28 подтягиваний с 18. Я делал 2 дня подряд таких тренировок, потом день отдыха и снова повторял. И так на протяжении месяца. Подход мне этот рекомендовал атлет, который подтягивался чисто 45 раз по этой программе. Ну и ничего лучше так не пробивает максимум, чем, угадайте что? Правильно, тренировки на максимум в одном подходе, преодолевая свой предел. Проводите иногда такие тренировки на столько подходов, пока не начинаем делать меньше 50% раз, чем в первом подходе, и тогда тренировку можно заканчивать. Но также должны быть и отдельные восстанавливающие дни со сниженной нагрузкой в 40-50% от максимума во всех подходах. Для разнообразия нагрузки меняйте хваты, либо в разных подходах, либо от тренировки к тренировке. А слышали что-то про вьетнамские подтягивания? Это когда уже не можем потянуться, повисаем на одной руке, потом на другой и делаем еще 1-2 повторения, и так пока руки не отпускаются полностью. Это тоже пробивает как психологический, так и физический застой. Так много вариантов тренировок нужно для того, чтобы не давать мышцам адаптироваться к нагрузке. Постоянно что-то менять, проверять на себе и придумывать свое. Я надеюсь, что ты сохранишь это видео в плейлист и будешь пересматривать отдельные моменты на своих тренировках. Напиши в комментариях, если остались вопросы, и я сделаю вторую часть. А как тебе этот формат видео? Подписывайся с колокольчиком и делись роликом с друзьями. И сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета я, Владарович. Разбуди в себе атлета.